Всем привет! Это я. Я к вам с чуть запоздалыми, но полезными новостями из мира Варкрафта. Blizzard активно готовится к запуску Mist of Pandaria Classic и радует нас новинками и фиксами. В этом видео удаление вонючих припул-сетов, изменения в амулетах удачи и изменения в PvP. Погнали! Чтобы снизить потенциально негативное влияние на удовольствие от игры, Blizzard будет изменять ресурсы, усиления и эффекты, которые могут влиять на персонажей игроков, прежде чем они столкнутся с боссами в Mist of Pandaria Classic. Мы хотим избавиться от усложненных рутин, когда команды выходили из рейда или выполняли дополнительные шаги, чтобы получить нужные ресурсы перед пулом. Нам не хочется, чтобы игроки ощущали серьезное неравенство, если они не участвуют в таких припул-ритуалах. Наша цель – это сделать без прямого нерфа классов, а скорее избавиться от раздражающих рукодельных процедур, которые снижают удовольствие от игры. Конечно, некоторые классы будут затронуты, но мы не хотим, чтобы пулы боссов выглядели коряво, и хотим подчеркнуть, что в рейде вы просто играете. Все, что я перечислю, может еще меняться и дополняться. Критерии для удаления бафов и эффектов перед пулом. Первое. Нужно ли для получения бафа взаимодействовать с врагом, нанести удар или получить урон? Если да, то баф удаляется, например, на изготовку, огненные недра, щит крови или отмщение. Второе. Требует ли применение способности ресурса, который вы не восстанавливаете сами вне КД? Если да, способность удаляется, например, дознание или мясорубка. И третье. Нужно ли совершать дополнительное действие помимо обычного каста ради получения эффекта? Если да, способность удаляется, например, прихоти судьбы. Стартовые значения ресурсов на пуле. Ярость 25, сила рун 20, концентрация максимум, демоническая ярость 200, пламенные угли 1 уголь, осколки души 4, ци 2. Священная сила 1. Комбо-поинты 0. Руны смерти удалены. Исключение из правил. Осколки души, если активно горящая душа, устанавливаются в 3. Ци. Для танцующего с ветром Милика сохраняется текущее значение ци, даже если оно ниже 2. Священная сила. Для холипалов сохраняется текущее значение, даже если оно ниже 1. Комбо-поинты. Если у роги есть умысел на КД, сохраняются до 2 поинтов. Руна смерти удаляется у всех, кроме фростдека, у которых сохраняются 2 руны из Кровь Севера. Ограничения на припул-сеты и шмот. Первое. Бонусы комплектов, начиная с 1 тира и заканчивая 13-м, не работают. Оскверненный боец, жезл Солнечного Короля, сердце-кол с обычки из Хэма и черный убойник с обычки из Хэма. Удаляемые бафы и эффекты на пуле. Это не полный список бафов и эффектов, сбрасываемых у игроков при старте боя. Все танки, отмщение, рыцарь смерти, щит крови, запах крови, оплавленный ледник, руническое усиление, машина для убийств, неумолимый рог, вливание тьмы для игрока и петов, темное превращение и удаление всех паразитов крови. Друид, лунный поток, падающие звезды, бешенство совуха, ясность мысли, быстрота хищника, зубы и когти, дикая защита, дикий рев без глифа. Если вы используете улучшенную версию Дикого Рева, то при использовании способности Дикий Рев проверяется наличие у вас этого бафа. Если осталось более 12 секунд, то продолжительность будет установлена на уровне 12 секунд. Если осталось менее 12 секунд, то продолжительность останется прежней. Если глиф не обнаружен, то улучшенный баф снимается с друида. Охотник, охотничий азарт, устойчивая концентрация, ураганный обстрел, на изготовку, исступление у игрока и питомца. Маг, чародейские стрелы, разогрев, огненная глыба, кристалл льда, ледяные пальцы, заморозка мозгов, защита заклинателя. Монах, скрытые резервы,
Отвар неуловимости, мощная защита. Сила тигра, змеиное рвение. Мышечная память, маночай. Живительный туман, удары тигра. Защита, отвар тигриной силы. Неожиданный прием, нокаутирующий удар. Неожиданный прием, лапа тигра. И отражение ударов. Паладин, мольба, бастион славы, щит праведника, великий воин света, длинная рука закона, погоня за справедливостью, божественный замысел, алебастровый щит, символ повторного наказания, символ вердикта храмовника и дознания. Жрец, прихоти судьбы, наступление тьмы, божественная мудрость для ШП и приверженность для ДЦ. Разбойник, мясорубка, предчувствие, заживление ран и слепая зона. Шаман, ясность мысли, высвободит чары стихии оружия языка пламени и неистовства ветра. Волна лавы, оружие водоворота, жгучее пламя и щит молний скидывается до 1 стака. Чернокнижник, истребление, обратный поток, обмен души и дикие бесы диспавнятся. Воин, вкус крови, внезапная смерть, стремительный удар, размашистые удары, необузданный гнев, шквал, кровавый фарш, прилив крови, непроницаемый щит, блок щитом, щит и меч, ультиматум и ответный удар. Blizzard продолжает вносить дополнительные изменения к уже озвученному ранее правилам. Удаляемые эффекты и предметы. Бафы от нейронных пружин сбрасываются при снятии перчаток. Раскол души больше не может давать проги. Круг пламени отключен на 90 уровне и выше. Сера сульфурона нельзя использовать в рейде, при входе в инст ее удаляют. Бесчувственная пещерная крыса и тренировочная репа запрещены в рейде. Жнец душ добавлен в список эффектов, сбрасываемых при пуле. Концентрация больше не устанавливается на максимум при старте боя. Теперь, если вы первым наносите урон по боссу или пытаетесь прикастить способность со стоимостью, ваши ресурсы на пуле сбросятся так, как будто вы их уже потратили на этот каст. Например, если вы открываете бой стрелы хаоса, вместо 1 угля вы получите 0. На пуле теперь действует единый набор правил и для прочих кастов до боя. Они вытягиваются из стартового пула ресурсов. ШП. Все обновления эффекты удаляются. Горящая душа, раскаленные угли, демоническая ярость, лик смерти. При прикасте съедают ресурсы стартового пула. Защита не удаляется на пуле, но если вы начали бой защитой вместо 2 ци, вы получите 0. Мутик может стартовать с активной мясорубкой, но только если умысел на КД. В этом случае вы получаете 0 комбо-поинтов на пуле. Длительность мясорубки устанавливается как за 2 комбо-поинта, и искусность корректируется под соответствующую мясорубку, чтобы исключить снапшотинг. И непроницаемый щит теперь не удаляется на пуле, но ваша ярость сбрасывается до 5 вместо 25. Мы работаем над тем, чтобы все способности, генерирующие ресурсы, работали также на пуле. Даже если вы первый бьете босса, уже работают рывок, ледяное прикосновение, правосудие, экзорцизм, молот гнева. У дестриков все угли-генераторы, у демонов все демонические ярость-генераторы. Во время тестов мы заметили, что игроки подолгу ждут КД в 2-3 минуты перед пулом. Чтобы ускорить начало боя, все КДшки от 90 секунд и выше будут сбрасываться после завершения предыдущей встречи. Blizzard представила новую систему в бета-версии Mists of Pandaria Classic, в которой игроки могут выбрать, на какой минуте матча на арене начнется ослабление урона, на 5-й или на 0-й. Если обе команды в матче на арене решают активировать сферу Blood Buff, матч будет считаться Blood Buffed, и ослабление урона начнется сразу на 0%. Максимальная длительность матча теперь 20 минут, было 15. Ослабление запускается автоматически на 5 минуты во всех категориях.
каждой стартовой зоне арен теперь лежит Bloodbath сфера. Чтобы активировать, нужно не менее 2 игроков из команды, кастуя 2 секунды рядом с шаром. Радиус действия сферы намеренно ограничен, чтобы избежать случайных нажатий. Как влияет ваш голос? Первое. Если никто не нажал на сферу, матч будет медленным, ослабление стартует на 5-й минуте с 0%. Если одна команда нажала на сферу, матч с разогревом, ослабление стартует на 3-й минуте с 0%. Если обе команды нажали на сферу, то ослабление стартует сразу при открытии ворот с 0%. Это дает вам возможность голосовать за темп игры, зная состав противников, но не зная их решения до старта. Blizzard вводит накопительный лимит на валюту бонусных бросков Mists of Pandaria Classic. Blizzard реализовала систему накопительного лимита Rolling Cap для валюты Большой Амулет Удачи, который используется для бонусных бросков добычи в рейдах Mists of Pandaria Classic. Как работает лимит? На первой неделе вы можете иметь максимум 3 больших амулета, на второй уже 6, на третьей 9 и так далее. Валюта добывается через еженедельные задания и может обмениваться у вендора. Цель изменения – предотвратить чрезмерный запас амулетов заранее и сохранить баланс доступа к новым броскам на протяжении фаз контента. Это значит, что запастись на весь тир вперед не получится. Валюта будет ограничена, но лимит со временем вырастет. Стоимость. Теперь один большой амулет удачи стоит 50 малых амулетов удачи, ранее было 90. Это делает их значительно доступнее. Где взять квест? Обмен амулетов. Для Орды, например, в Вечном Цветущем Доле Святилище Двух Лун внизу под лестницей НПС Старейшина Ляо. Это повторяемый квест, просто продолжаем сдавать, пока не достигнем лимита. И обязательно к выходу Пандарии сделаю подробный гайд по работе бонусных бросков. Ну и напоминалочка, с выходом при патче Mists of Pandaria Classic можно проапать все фамильные предметы за очки справедливости. Вещи будут улучшаться за очки справедливости, плечи, грудь за 870 очков, аксессуары 1090, оружие до 1400. Как это сделать? Идете к вендору, который продает наследуемые предметы, открываете свою коллекцию, создаете предмет. Далее находите в списке предметов тот, который хотели проапать, у меня это плечи, и покупаете. В итоге они автоматически добавляются в вашу коллекцию. Поэтому все те, кто переживал, что на припатче им будет скучно и нечего делать, вперед! Копить очки справедливости. Напомню, до выхода патча Mists of Pandaria Classic, который будет доступен с 21 июля, со всех подземелий рейдов будут падать очки справедливости. Ну и не забудьте, у них кап в 4000 очков. Не забывайте тратить перед походом в Инст. На этом все. Blizzard активно шлифует Mists of Pandaria Classic, и видно, что они стараются сделать игру честнее, динамичнее и удобнее. Если ты хочешь быть на волне в момент запуска, самое время разобраться в новых механиках и подготовиться. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если было полезно, и напиши в комментариях, готов ли ты к Пандарии. Увидимся в следующем видео. И, конечно же, в Азероте.